Во время одного очень неприятного сражения его линкоры были окружены кучей вражеских кораблей, и он был полностью в меньшинстве, но это его нисколько не беспокоило. Враг пытается напасть на него, но благодаря своему спокойному характеру он блокирует его атаку и разрезает его пополам, прежде чем увернуться. Еще двух врагов и заколоть их насмерть. Один из врагов подкрадывается к нему сзади, но с ним расправляется гигантский человек и друг Тора Торкел. Торкел говорит ему быть внимательным, в то время как он использует один взмах своего гигантского боевого топора, чтобы убить нескольких врагов. В то время как Тор взбегает по деревянному бревну и убивает последнего врага на своем корабле. Он спрашивает Тора, хорошо ли он себя чувствует перед боем, в то время как тот небрежно поднимает мертвеца, а Тор поднимает щит, чтобы блокировать залп стрел, летящих в их сторону. Тор говорит ему, что с него хватит, и он собирается закончить битву раз и навсегда, и прыгает на ближайший корабль, пробегая сквозь врагов, как будто режет масло ножом. Он убивает множество врагов с удивительной скоростью, прежде чем перестрелять кучу из них на другой лодке. Затем он прыгает на третью лодку и убивает всех до единого людей на этой лодке. Последний враг пытается напасть на него со своим топором, хотя он был ужасно напуган, и Тор просто пронзает его ножом в живот, убивая его. Мужчина, умирая, зовет свою жену, что напоминает Тору о его собственной жене, и он стоит там в течение второго мгновения, что дает ему возможность, у врага есть шанс выстрелить ему в плечо своими стрелами, прежде чем орда врагов протаранит его корабль и побежит к нему. Они воспользовались тем, что он отвлекся, и обезоружили его, в то время как один из врагов бежит к нему, чтобы покончить с его жизнью. Но Тор контратакует его, и они оба падают в море. Этот парень пытается задушить Тора, в то время как они оба изо всех сил пытаются выбраться из воды, но Тор спокойно хватает меч противника и вонзает его в живот, тем самым прекращая бой. Он снова всплывает на поверхность, но решает уплыть подальше от места сражения и добирается до берега. Оглядываясь назад на сцену битвы, он чувствует, как его желудок сжимается от отвращения, когда он понимает, что даже не знает, почему он убивает этих людей, и решает никогда больше не возвращаться в бой. Еще раз и уходит. Прошло уже несколько лет, и вот он живет в Исландии в маленькой деревушке со своей семьей, включая жену Хельгу, дочь Ильву и сына Торфинна. Сейчас он работает фермером и смог скрыться от своей армии, притворившись, что погиб в битве. Вечером у него дома собирается кучка детей, чтобы послушать рассказы о Листе, старом парне, который является моряком и путешествовал по миру. Он рассказывает им о теплом месте, где зимы не такие суровые, а вокруг всегда есть зеленая трава и дул веселый теплый ветерок. Для этих детей такое место, как это, больше похоже на сон, чем на реальность. Тор возвращается и говорит детям, что они должны вернуться в свои дома на ночь, а затем садится рядом с Листом, который говорит ему, что эта зима особенно суровая и много людей умирает из-за холода. Он говорит Тору, что им следует держать свой скот в узде, так как многие из них могут погибнуть, если не позаботиться о них должным образом. К тому времени входит Ильва с двумя овцами, утверждая, что они были единственными, кто становился слабее, и о них нужно заботиться из них и держите их в тепле, иначе они умрут. Тор благодарит ее и отправляет спать, а сам обсуждает меры предосторожности, которые следует предпринять жителям деревни, чтобы защитить себя в эти трудные времена. На следующий день утром Ильва и Тор убирают снег с крыши своей хижины, в то время как она так много работает, и вдруг все заканчивается тем, что я падаю вниз. Однако, к счастью, она упала на кучу снега, так что с ней все было в порядке, но внезапно она осознает, что под снегом кто-то похоронен. Она роет землю, как бешеная собака, и обнаруживает хрупкого и болезненного на вид мужчину в изодранной одежде, у которого на шее порвана цепь. Он быстро спускается вниз и хватает мужчину на руки, прежде чем отнести его внутрь, и говорит своей жене согреть немного воды. В то время как его дочь приносит толстую меховое одеяло, чтобы укутать его в него. Он быстро разжигает огонь и начинает делать ему искусственное дыхание, пока его жена моет ноги мужчины теплой водой. Хилва выглядит потрясенной, но говорит своему отцу, что нет смысла делать все это, так как раб, похоже, уже мертв, так как его тело полностью остыло. Но Тор упорствует, и в конце концов рабыня начинает кашлять, а Тор кричит своей дочери, чтобы она разожгла огонь погорячее. Он быстро спрашивает раба, как его зовут, и спрашивает, откуда он родом, но раб слишком слаб, чтобы что-то сказать, и просто бормочет что-то. Через некоторое время раб отвечает, что он сбежал из дома Хафтона, который является главой деревни за горой, и Ильва сразу же испугалась и сказала Тору, что они должны немедленно вернуть раба, так как держать его у себя будет преступлением. Торс, однако, полностью игнорирует ее и спрашивает, почему он сбежал. Раб показывает шрамы у себя на груди и утверждает, что его пытали в этом доме, и он решил сбежать, но ему некуда было идти, поэтому он наткнулся на них возле своего дома. Он снова начинает терять сознание, в то время как один из жителей деревни вбегает в дом Тора и говорит ему, что Халфан прибыл в их доки с небольшим взводом, и, похоже, находится в настроении затеять драку. Он умоляет Тора прийти немедленно, поэтому Тор велит рабу бодрствовать, как будто если он уснет,
то может больше никогда не проснуться. На скамье подсудимых Листок стоит на пути Хэла Финна, задавая ему всевозможные вопросы, в то время как он показывает им порванную цепь и отвечает, что один из его рабов сбежал и пришел в эту деревню. И он здесь только для того, чтобы забрать то, что принадлежит ему. Один из молодых викингов из деревни хватает свой меч и говорит им, что они не могут просто так ворваться в их деревню без предварительного уведомления. В то время как один из мужчин со стороны Хаутона узнает этого парня, так как они однажды дрались, и он потерял руку в том бою. Этот мужчина выходит вперед и начинает говорить ему всякую чушь, в то время как они оба готовы к драке. Листок говорит им, что они не могут драться, и это противоречит правилам, но мужчина говорит, что ему плевать на правила. Это приводит в ярость Хафтона, который использует свою цепь, чтобы обезоружить мужчину, говоря ему, что они должны следовать правилам и независимо от того, на чьей они стороне. И обматывает свою цепь вокруг его головы, прежде чем стянуть ее обратно, изуродовав мужчину на всю жизнь. Это пугает всех до смерти, и они уступают Хэлу дорогу, когда он входит в дом Тора. Он говорит Тору, что раб, находящийся на его попечении, принадлежит ему, и он здесь, чтобы забрать его обратно. Ильва пытается поговорить с ним, рассказывая Финну, что они просто пытались сохранить рабу жизнь ради него, но Тор просто спрашивает его, за сколько он купил этого раба. Рабы не для чего. Халфон отвечает, что он заплатил 2 овцы, чтобы купить раба, а Тор просто отвечает, что отдаст ему 3 овец. Халфтон говорит ему, что он рад получить это предложение, но ему нужно вернуть раба и пытать его на глазах у других, чтобы научить их не делать этого, чтобы повторить ту же ошибку, что и он сам. Торис, однако, встает и показывает, какой он худой, большой и высокий, хотя его рост едва достигает 6 футов, но я думаю, что в то время люди были ниже ростом. Он говорит, как сильно похудел, что заплатит за этого человека 4 овцы, все молодые, но Халфтон наносит ответный удар, говоря ему, что он хочет 8 овец. Тор даже не задумывается ни на мгновение и соглашается на предложение, покупая у него раба. Халфтон, похоже, доволен сделкой и возвращается обратно на свои корабли. Однако, к сожалению, раб умирает через пару часов, и вечером Торис проводит его похороны вместе со своей семьей. В то время как его дочь называет его идиотом за то, что он заплатил 8 овец за мертвого раба. Однако Ториса, похоже, это нисколько не беспокоит, и он просто оплакивает беднягу, прежде чем вернуться к себе домой. На следующий день, когда Торис пытался починить горшок, но у него ничего не получалось, Торфин подбегает к нему и кричит о военном корабле. Он спрашивает его, в чем дело, и тот отвечает, что они с Листиком только что видели гигантский военный корабль, приближающийся к их деревне. И Листик спрашивает его, чтобы он забрал вещи Тора. Тор подходит к докам, которые уже заполнены толпой зевак, смотрящих на красивый длинный корабль, заполненный с дисциплинированными викингами, одетыми в богато украшенные доспехи, с гигантской летучей мышью в руках. Их лидер Флоки достает свой шлем и кланяется Тору, называя его своим лидером. Вся деревня шокирована этим, но Тор, похоже, не впечатлен, когда он спрашивает Флоки о его делах с этой деревней. Флоки отвечает, что хотел бы поговорить внутри, и они с Тором входят в его дом, в то время как викинги окружают всю деревню. Тор спрашивает Флоки, почему он пришел сюда в поисках его, ведь прошло уже 15 лет с тех пор, как они виделись в последний раз. Флоки отвечает, что пару дней назад король Англии тайком провел группу мужчин на их землю, и в то время как вся деревня принимала ванну, в конце концов они застали их врасплох и убили всех до единого, включая невестку короля Дании. Это дало королю повод напасть на английский народ, и он готовится к крупномасштабному вторжению и попросил собрать всех викингов для участия в войне. Он говорит Торсу, что хотя за дезертирство полагается смертная казнь, король готов проигнорировать тот факт, что он дезертировал из армии и просто хочет, чтобы он сражался за них. Торс, однако, отвечает, что он оставил такой образ жизни, а эта деревня находится за 1000 миль от любого конфликта на другом конце света. Флоки, однако, отвечает Торсу, что их король приказал им уничтожить всю деревню, если Тор откажется присоединиться к армии. Сражение, и это в конечном итоге вынудит его согласиться на его предложение. Он идет в доки провожать военный корабль, когда Флоки объявляет, что они отправляются на войну с Англией, и к ним присоединится Тор, и их возглавит Тор. И любой мужчина из деревни может сопровождать его на войну, если захочет. Сказав это, он просто возвращается обратно к морю, а вся деревня радуется при мысли о настоящей войне, в которой они смогут завоевать золото и славу. Однако Тор, похоже, не склонен к этому и с грустью возвращается обратно в свой дом. Лист возвращается к нему домой и разговаривает с ним, где Тор рассказывает, что эти люди никогда раньше не видели войны даже издалека и имеют очень неправильное представление о том, что такое война. Почти всем им суждено было погибнуть на этой войне, но все они, кажется, так взволнованы происходящим. На следующий день они вытаскивают военный корабль из своей деревни и чинят его, чтобы он мог отплыть, в то время как Торфин играет с другими детьми, имитируя войну, в которой он ведет себя как осел и слишком сильно бьет людей, даже сломав ребенку кость. Отец мальчика отвел его к Тору, который залечил ему руку, в то время как другие дети жаловались на то, что Торфин всегда бьет слишком сильно. Тор возвращается на свое место и замечает, что Торфин держит кинжал, который принадлежал ему, когда он был бойцом, и выхватывает его у него. Говорю ему, что у него нет врагов и что он не должен драться без причины. У Торфина, однако, по какой-то причине есть мана, и он выбегает на улицу, в то время как Тор смотрит на него. На следующий день они собираются уходить, и Тор пригласил только 5 мужчин
мужчин пойти с ним, чтобы принять участие в битве. Они готовятся на корабле, в то время как бедная женщина подбегает к Листику и спрашивает, все ли с ними будет в порядке. Листик говорит ей правду, что Тор не возьмет никого из них в бой, а просто возьмет этих 5 мужчин с собой до Норвегии, где он их оставит, и идти вперед в битве в одиночку, так как он не хочет рисковать чьей-либо жизнью. Он возьмет с собой только 5 человек, потому что корабль Листа может вместить еще только 5 человек, чтобы доставить их обратно на материк. Девочка, кажется, испытывает облегчение и убегает, в то время как Тор ищет и зовет Торфинна, которого нигде не видно. Он уже слишком опаздывает, поэтому в конце концов он просит свою жену позаботиться о Торфине, а сам садится в свою лодку и хватает одно из самых больших весел, которые только можно найти. Я никогда такого не видел. Все 5 мужчин стоят с веслами сбоку друг от друга, в то время как Тор остается один со своим гигантским веслом. И все потрясены, когда начинают грести, увидев, что он все еще способен генерировать гораздо больше энергии, чем все 5 мужчин вместе взятые. Они уходят глубоко в океан, где наконец-то могут немного отдохнуть, так как дует сильный ветер, и Тор поднимает мачту. В то время как остальные мужчины лежат на полу, уставшие и больные, так как их руки болят от гребли. Тор говорит одному из парней, чтобы он не волновался, потому что теперь ветер понесет их туда, куда они хотят, и они даже не смогут повернуть назад. Услышав это, Торфин выпрыгивает из бочки, шокируя всех, включая своего отца, и подбегает к краю, чтобы отлить. Тор хватает его и задает ему такую порку, какой он не знал всю свою жизнь, но в конце концов наступает ночь, и он засыпает у него на коленях. Он и еще один парень дежурит на страже всю ночь, пока все спят, и к тому времени, как наступает рассвет. Лист кричит им, что они приближаются к острову, где они могут немного отдохнуть и расслабиться, и все они начинают грести, как только входят в бухту. Проходя через бухту, Листок останавливается, почувствовав, что что-то не так. Тор спрашивает его, все ли в порядке, но он отвечает, что чувствует, что что-то не так. Тор смотрит вверх по ущелью и замечает, что высокие стены чувствуют себя довольно ловко, если что-то пойдет не так, поэтому он говорит Ли, что у него также есть плохое предчувствие, что им следует отступить. Ли соглашается с ним, и они начинают отступать, как вдруг сверху начинает падать куча обломков. И Тор прыгает на Торфинна, чтобы защитить его, в то время как остальные прячутся в укрытии. После того, как обломки перестают падать, он оборачивается и видит, что их выход заблокирован, а Листок спрашивает их, все ли с ними в порядке. К счастью, все они, кажется, спаслись невредимыми, но Тор говорит им приготовиться, так как враги приближаются. 2 военных корабля внезапно входят в бухту перед ними, заполненную группой людей, и ребята и лодки Тора начинают паниковать, так как у них нет реального опыта. Один из них вытаскивает свой меч, но Тор говорит ему не вынимать его, так как он сам разберется с ними, и берет свой меч, а затем вручает Торфину маленький кинжал, говоря ему использовать его только в случае крайней необходимости. Когда они приближаются, Тор делает шаг вперед и прыгает на их корабль, шокируя каждого из них. Один из парней пытается напасть на него, но Тор легко вырубает его одним ударом, снова шокируя всех вокруг. Еще один парень бросается на него, но получает быстрый удар локтем в нокаут, напугав остальных мужчин. Еще 3 врагов пытаются напасть на него, но в мгновение ока он вырубает их голыми руками. Мужчины продолжают бежать на него, а он даже не вынимает свой меч, так как может поклясться не отнимать жизни, и вырубает каждого из них, двигаясь к пороку. Командир своего корабля. Все больше людей подбегают к нему, и все больше людей получают нокаут от одного удара, в то время как он идет к концу в устойчивом темпе. Сайтама должен немедленно уступить трон человека с одним ударом Тору. Кучка из них снова нападает на него с топорами и мечами, но он просто ломает одну из их рук, бьет локтем в лицо и сбивает их в воду, а также бросает в них руду, как подобает джентльмену, чтобы он не утонул. К нему подбегает еще один парень и получает нокаут, что до смерти пугает всех, кто находится на борту. Их заместитель командира по имени Йорн, который до этого съел несколько грибов, приходит в полное неистовство и начинает уничтожать своих собственных людей, избивая их до полусмерти и даже душа некоторых из них. Он начинает колотить кулаками по борту корабля, поэтому люди пытаются удержать его на месте, чтобы он не разрушил весь корабль. Но этот зверь безумно бьет всех кулаками, причиняя ему сильную боль до такой степени, что все члены его команды пугаются и выпрыгивают из корабля, чтобы убежать. Спасите самих себя. Тор понимает, что он впал в неистовство и не чувствует никакой боли, когда Йорн ударяется головой в деревянный корпус корабля. Он оборачивается к Тору и кричит во всю глотку, прежде чем броситься к нему с невероятной скоростью. Однако Торис ветеран сотен сражений и уже видел таких людей раньше, и он легко наносит ему удар в глаз, отбрасывая его назад. Бьорн, однако, еще не закончил и пытается атаковать его снова, но получает сильный апперкот в подбородок и получает нокаут еще раз вниз. Он замечает, что лидер по имени Аскелад подтягивает свои корабли к их кораблям и планирует вторгнуться на них, и думает о том, чтобы защитить их, но не может этого сделать. Вынужден остановиться, когда Джордан снова встает, чтобы напасть на него. Солдаты Аскеледа начинают раскладывать доски, чтобы прыгнуть к другому кораблю, но они ломаются, когда Тор бросает Йорна к ним, полностью вырубая его. Он прыгает обратно на свой корабль и рубит остальные доски, предотвращая вторжение. Он смотрит на другой корабль и понимает, что на нем находится 30 человек, а на вершине холма кучка лучников. Он знает, что легко справиться со всеми ними в одиночку, но понимает, что с ним рядом куча людей, которые не могут защитить себя, включая его самого. «Сынок,
После долгих раздумий он смотрит в сторону Аскелада и вызывает его на поединок на глазах у богов и людей. Он говорит им, что может легко справиться со всеми ними в одиночку, что даст им шанс выжить. Если Аскалет победит в поединке, они смогут делать все, что захотят, но если он проиграет, им придется немедленно отступить со своими войсками. Аскалет смотрит на него с восхищением и говорит, что он согласен на дуэль, после чего прыгает на его сторону и встает лицом к нему, прежде чем обнажить свой меч. Тор спрашивает его, почему он рискует жизнями стольких своих людей только для того, чтобы взять в плен двух стариков и кучу мальчиков. Он отвечает, что речь идет не о захвате рабов, а о том, что ему заплатили за то, чтобы он уничтожил людей Тора. Это немного шокирует его, но он сразу же понимает, что это должно быть работа Флоки, который был слишком напуган, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Поэтому он послал кучу наемников, чтобы убить его. Торис говорит ему, что на самом деле это больше не имеет значения, и дуэль начинается. Он начинает приближаться к Аскалату с обнаженным мечом, что удивляет его, так как он думает, что либо Тор самоуверенный идиот, либо он настолько невероятно искусен и опытен, что подобные дуэли, в которых его жизнь то, что он находится на линии, не является для него очень большим сюрпризом. Аскелет, однако, очень искусный боец и перерезает один из ближайших канатов, отчего парус падает прямо перед ним, закрывая обзор Тору. Как только парус падает, Аскелет исчезает со своей позиции и ныряет под парус, чтобы попытаться закончить бой одним ударом от его меча. Но Тор, хотя и застигнутый врасплох, умудряется отступить, но не без раны, так как меч Аскледа немного царапает его, из-за чего идет кровь. Он пытается ударить меня ногой, но тот быстро уклоняется в ответ. Сам Тор кажется удивлен, когда замечает, что из его груди течет кровь, в то время как враги кричат в поддержку своего лидера. Тор смотрит на Аскелада и признает его силу, прежде чем сказать ему, что он не сможет противостоять такому искусному бойцу, как он. И подбегает к нему и наносит удар по мечу Аскелада с такой безумной силой, что все пребывают в шоке. Он продолжает бить его, пока Аскелад пытается удержаться на ногах, и в какой-то момент Тор бьет его с такой силой, что Аскелад чуть не падает на землю. Но быстро использует несколько быстрых акробатических приемов, чтобы увернуться от следующей атаки, и приземляется на ноги. Тор снова не дает Аскеледу времени восстановить самообладание и снова нападает на него, но тот уворачивается, а Тор следует за ним и бьет его, пока он лежит на земле. Хил наносит еще один шквал атак, в то время как Аскелад понимает, что его меч ломается и разлетается на куски, и если так будет продолжаться и дальше, то оба их меча могут сломаться. И все будет зависеть от удачи того, кто первым сломает меч другого человека. Асклед выжидает удобного случая, и как только Тор поднимает свой меч для удара, Асклед переходит в наступление и атакует его мечом, полностью разбивая его вдребезги. Думая, что он победил, он широко размахивается, чтобы закончить поединок, но оказывается, что Тор знает, что делает. И он намеренно позволил ему сломать свой меч, чтобы тот потерял самообладание. Как только Аскалат поднимает свой меч, Тор бьет его по локтю, обезоруживая, и приставляет свой меч к его собственному горлу, завершая поединок. Торфин и остальные радуются победе Тора, в то время как он приказывает Аскеладу сдаться и отступить со своими войсками. Однако Аскелад остается на месте и утверждает, что он абсолютно не может сдаться, так как за ним стоят его войска. А лидер, который склоняется перед кем-то другим, не является предателем. Лидер. Аскелет смотрит на Тора и говорит ему убить его, если он хочет выиграть дуэль, но он отказывается, утверждая, что не будет использовать меч, чтобы убить кого-либо. Так как истинному воину не нужен меч для начала, и тот факт, что он использовал свой меч против Аскелат, означает, что он не настоящий воин. Аскелат ошеломлен этим и смотрит Тору прямо в глаза, говоря ему, что он лучший воин, с которым он когда-либо скрещивал мечи, и что довольно удивительно, просит его стать их лидером, так как они, вероятно, никогда больше не увидят такого человека, как он. Вся его команда ошеломлена, наблюдая, как их лидер готов отказаться от своего лидерства ради Тора. Но вскоре он приходит в себя. Он говорит всем, что уже пошутил, в то время как команда Тора еще раз говорит ему отступить. Однако внезапно Йорн снова просыпается и прыгает на их кабана, прежде чем схватить Торфинна и приставить меч к его горлу. Все остаются на своих местах, совершенно потрясенные тем, что только что произошло, в то время как Тор кричит Аскеладу, чтобы тот отпустил их, как и обещал. Он смотрит на Йорна и приставляет меч к горлу Аскелада, но ничего не меняется. Торис говорит ему, что он дал обещание, но Аскелад отвечает, что он также дал обещание убить его. И в этот момент Торис понимает, что не стоит рисковать жизнью своего друга, сына, и говорит ему, что он получит то, что ему нужно, но что он должен полностью оставить его в покое и идти своим путем, не оглядываясь назад. Он смотрит на него с удивлением, когда Тор бросает меч в воду и приказывает лучнику обрушить на него дождь стрел. Тор пронзается тоннами стрел, все еще стоя на своем, в то время как все вокруг него испытывают благоговейный трепет перед невероятной силой этого человека. Он смотрит на Бьорна и говорит ему, чтобы тот отпустил Торфинна, и даже берсеркер отпускает мальчика из страха. Торфин бежит к Тору,
хватает его за тунику и плачет навзрыд, но Тор говорит ему позаботиться о себе и своей семье, прежде чем посмотреть на него. Лист и велел ему принести его голову королю, чтобы они оставили свою деревню в покое. Один из парней на лодке Тора бежит к Аскаладу с обнаженным мечом и нападает на него, но Аскалед легко уклоняется от его удара. Прежде чем ударить его кулаком в лицо и сказать ему держаться подальше, так как Тор подарил ему новую жизнь, и ты должен уважать эту жертву. Аскалед затем выводит свои войска, в то время как другие мальчики прыгают на корабль, чтобы покинуть его и отправиться обратно. Он садится в лодку, на которой приплыл Тор, так как им нужно было больше людей, чтобы грести на ней, так как Тор греб силой только 5 человек. Однако, к его удивлению, он подходит к штурму и оглядывается назад на эту лодку, чтобы увидеть Торфина на борту с яростной убийцей, держащей в руках кинжал, и выкрикивающей угрозы в их адрес, утверждая, что ты заберешь их жизни, если это будет последним, что он сделает. Его команда говорит ему, что он пробрался в эту лодку, когда они уходили, и спрашивает, не следует ли им выбросить его за борт. Но Асклед, на которого также повлияло бескорыстие Тора, говорит им, чтобы они оставили ребенка в покое, и снова засыпает. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Торфин застрял на другом корабле, и у него закончилась пресная питьевая вода, а также еда. И он едва жив, когда пытается глотнуть оставшуюся на борту воду, но оказывается, что она совершенно соленая и непригоден для питья. Он бы умер довольно скоро, но огонь в его сердце, горящий желанием отомстить, помогает ему выжить, так как, к счастью, Аскелад и его команда высаживаются на остров, чтобы немного пограбить. Торфин наконец-то коснулся твердой земли и попытался двинуться вслед за ними, но сейчас он так ослаб, что поскользнулся и упал, ударившись о дерево, и потерял сознание. К тому времени, как он очнулся, мужчина уже упал, и вдруг он заметил свет, исходящий из конца его в лесу, и когда он приближается к нему, то с ужасом видит, что Аскалад и его войска уничтожают всю деревню, убивая всех мужчин и женщин и не давая никому возможности вырваться из их хватки. После того, как они закончат разграбление, вся деревня крепко уснет. Указательный палец решает осмотреться и вытаскивает свой кинжал для защиты. Он бродит по лагерю в поисках Аскелада, как вдруг замечает его в маленьком домике, спящего на кровати. Он сразу же берет меч у ближайшего викинга и заходит в комнату, стараясь не шуметь, прежде чем поднять меч над головой, чтобы убить его, но в последний момент останавливается. Так как он не может быть трусом и убить кого-то во сне, поэтому он возвращается на улицу в лес. На следующее утро он ждет на краю обрыва, пока Аскалед проснется, и как только замечает, что тот прогуливается с Йорном, бежит к ним и вызывает Аскаледа на дуэль. Он смотрит на Торфина, держащего в руках меч, который слишком велик для него, и стоит там с дрожащими от тяжести руками. Все его товарищи начинают смеяться над Торфином, но он решает достойно провести поединок и принимает вызов. Он даже не вынимает свой меч и велит Торфину напасть на него, и как только он бросается в атаку, Аскеле уклоняется в сторону. И Торфин выходит из-под контроля, как только он нападает. Его меч застревает в деревянной доске. Все они смеются, когда он пытается вытащить свой меч, в то время как Аскалад подходит к нему и пинает его с дороги, говоря ему, что ему следовало убить его, пока он спал. Торфин встает и бродит по деревне на пустой желудок, так как прошло уже несколько дней с тех пор, как он ел в последний раз. Однако войска Аскеледа устраивают пир из баранины и говядины, отчего у него слюнки текут, когда он наблюдает за ними. Однако этот человек узкий дерьма и бросает ему пустую кость, чтобы он пососал ее, на которую Торфин жадно смотрит, но отказывается прикасаться и убегает внутрь дома. В лесу он замечает кролика и пытается поймать его, но очевидно терпит неудачу, прежде чем находит на земле несколько орехов, которые ел кролик. Он пытается съесть их, но выплевывает, сразу же понимая, что они горькие и отвратительные. Вечером он посещает ныне заброшенный лагерь и просматривает полностью съеденные кости, в то время как льет дождь. И из-за сильного голода он поднимает одну из костей и начинает грызть ее. Он пытается снять с него немного мяса, но ему это не удается, и он полностью теряет присутствие духа. На следующее утро он просыпается со своим украденным мечом на боку, когда Джордан замечает его в джунглях, когда он собирает грибы. Он кажется удивлен, что все еще жив, но решает просто собрать грибы и спрашивает его, привык ли он к этому огромному мечу. Торфин, однако, не в настроении разговаривать и вытаскивает меч, обвиняя его в мошенничестве во время дуэли, что привело к после смерти своего отца. Он подбегает к Бьорну и пытается ударить его, но тот может блокировать его атаку локтем и толкает его, он опускается на землю и идет обратно к лагерю, оставляя его одного в лесу. По ночам Торфин пытается посидеть у костра и съесть все, что сможет, собирая оставшиеся кости, как вдруг рядом с ним появляется волк. Он сразу же тянется за своим мечом и держит его перед собой, но вспоминает, что меч недостаточно хорош для него, так как он слишком тяжело раскачивается. Он тут же бросает меч и хватает свой кинжал, как раз в тот момент, когда волк пытается напасть на него. Торфин использует свой кинжал, чтобы вонзить его волку в горло, который немедленно отступает, но через несколько мгновений умирает, что придает ему большую уверенность в себе. На следующий день он начинает
практиковаться с кинжалом, используя деревянное ведро в качестве мишени, и постепенно начинает лучше контролировать его. Он даже пытается убить кролика, но терпит неудачу, так как это все еще слишком быстро для него. И в отчаянии он бросает кинжал только для того, чтобы обнаружить, что она застряла на соседнем дереве. Это навело его на мысль начать учиться метать ножи, и он начал практиковаться в этом на соседнем дереве. Он продолжает заниматься этим в течение нескольких дней, и в конце концов ему удается самостоятельно поймать кролика и приготовить его, чтобы через несколько дней у него был сытный обед. На следующий день, когда Аскелад и компания собирались уходить, Фарифран снова выходит к нему, и перед ним все, он снова вызывает его на дуэль. Аскеладу, похоже, это не очень нравится, но в конце концов он все же соглашается на дуэль. Тарфин подбегает к нему и несколько раз замахивается кинжалом, пытаясь ударить его, но Аскелад отличный боец. Он уклоняется от всех его атак почти без усилий и отбрасывает его ногой. Тарфин снова пытается встать, но он снова отбрасывает его ногой. А потом он продолжает пинать его снова и снова, приказывая ему встать и бороться до тех пор, пока Джордан не велит ему отпустить его. Аскалет оборачивается только для того, чтобы Тарфин бросил в него свой кинжал, но Аскалет быстро отбивает его, спасая себя. Затем он подходит и поднимает кинжал, бросая его перед Тарфином, который говорит ему, что хочет еще одной дуэли. Но Аскелад говорит ему, что если он хочет сразиться с ним на дуэли, ему нужно завоевать славу на поле боя, и только тогда он даст ему возможность сразиться с ним снова. Торфин встает, когда Аскелад направляется к своим кораблям, и решает, что он в кратчайшие сроки завоюет славу на поле боя и проведет свой поединок, в котором убьет Аскелада. Наконец-то полномасштабное вторжение в Англию увенчалось успехом, когда викинги начали вторгаться на материк со своими свирепыми армиями, пугая англичан до смерти. Аскелад хочет заполучить частичку славы и золота, поэтому он также хочет принять участие в битве. Они плывут вверх по реке и видят кучу мертвых тел, лежащих на берегу, когда наконец пришвартовывают свои лодки и отправляются на материк. Они без особых усилий перешагивают через мертвые тела, потому что они ветераны войны, в то время как Тарфину приходится нелегко, проходя через столько крови и грязи. Зловоние мертвых людей. В какой-то момент он смотрит на мертвое тело вблизи, и его начинает тошнить на землю после того, как ему стало плохо. Он продолжает следовать за ними, и с наступлением ночи он начинает есть все грецкие орехи, которые ему удается раздобыть, а Аскелад заключает сделку с остальной армией викингов, чтобы получить много золота в обмен на его услуги в качестве наемника. Они наконец-то заключили сделку, но внезапно на них обрушился град стрел. Оказывается, английские войска решили устроить им засаду, когда викинги их не ожидали, и завязалась массовая драка. Много людей погибло, но вскоре Аскела берет управление в свои руки и ведет своих людей в бой, так как они быстро оправляются и бегут навстречу врагам с топорами и мечами, попадая под стрелы, но все равно убивая врагов с удивительной свирепостью. Тарфин помнит обещание Аскеледа дать ему еще один шанс на дуэли, если он чего-то добьется, поэтому он достает свой кинжал, но, будучи ребенком, он пугается такого количества крови. И внезапно вражеский солдат приближается к нему сзади. Он быстро начинает убегать, но солдат толкает его на землю и уже собирается казнить, когда Аскелад наносит удар солдату сзади, убивая его на месте, прежде чем двигаться дальше. Он снова встает, когда вокруг него воцаряется хаос, и внезапно к Тарфину подбегает еще один солдат, надеясь убить его. Но на этот раз Тарфин берет свои нервы под контроль, уклоняется от его атаки и наносит ему удар ножом в живот сбоку. Однако рана недостаточно глубока, и солдат пинает его в живот, прежде чем попытаться прикончить его ударом ножа, но Тарфин в конечном итоге наносит ему удар ножом. Еще один удар в живот, убивающий его раз и навсегда. Однако он настолько травмирован этим, что начинает плакать и снова вонзать нож в труп, в то время как другие ребята наблюдают за его внезапным превращением из мальчика в мужчину. С этого момента он начинает принимать участие в битвах за битвами, подбегая к врагам, удивляя их своей быстротой и маленьким телом, но при этом глубоко вонзая кинжал им в горло и немедленно убивая их. Он провел несколько лет на поле боя, становясь все лучше и лучше, изучая новые приемы и убивая все больше и больше врагов с удивительной легкостью. И даже однажды спас жизнь Аскеладу, метнув свой нож во врага, который собирался напасть на него сзади. Тарфин теперь стал немного старше и очень опытен в битвах, даже когда сражается с другими мужчинами. Как-то раз Аскелет попросил его заранее разведать местонахождение врагов, проникнув в этот район. В конце концов он согласился с тем, что все идет не так, как планировалось, и его окружила куча солдат и их собак. Он убивает одного из солдат, но двое других окружают его, и один из них прижимает его к земле, в то время как другой движется вперед, чтобы убить. Но Тарфин быстро хватает кинжал, висящий на поясе врага, и вонзает его ему в горло, прежде чем увернуться от атаки другого парня и убить его тоже. Он решает попытаться убежать, но внезапно к нему подходят еще два охранника, и ему приходится сразиться с ними и убить их тоже. К тому времени, как Мэг упала, он начал убегать, так как получил ранение стрелой, в то время как собаки гонятся за ним во главе с вражеские солдаты. Ему каким-то образом удается сбежать, но из-за истощения и потери крови он теряет сознание возле реки. На следующий день его находит пожилая леди и ее дочь, которые двигались по берегу, и она берет штраф в своем доме и перевязывает его, прежде чем укладываю его спать. Через некоторое время он просыпается, совершенно потрясенный тем, что видит себя в таком положении, но оглядывается вокруг и видит безобидную старушку и девочку, которые готовят еду.
Он быстро оглядывается вокруг и находит свои кинжалы на всякий случай, но пожилая леди говорит ему, чтобы он не волновался. Она предлагает ему сесть вместе с ними за стол с едой, и как только он начинает есть, он не может остановиться, потому что очень голоден. Пожилая леди улыбается ему, в то время как молодая девушка выражает свою озабоченность по поводу того, что он выглядит не так, как будто принадлежит к Англии. И говорит, она сказала, что он может быть ребенком викингов, и укрывательство его может обернуться для них большими неприятностями. Однако пожилая леди затыкает ей рот, говоря девочке, что Иисус никогда не простит ее, если она откажется помочь ребенку. Внезапно девочка начинает чесать затылок и с ужасом понимает, что Торфин весь покрыт блохами. Пожилая леди выводит его вечером на улицу и начинает успокаивать его волосы, избавляя от блох, при этом рассказывая ему, что у нее когда-то был его сын, который был его ровесником, но он закончил свою жизнь до того, как он умер 2 года назад из-за лихорадки. Внезапно к ней подъезжает английский солдат верхом на лошади и спрашивает, не видела ли она подозрительного мальчика, который на самом деле является разведчиком викингов. Торфин напрягается и выхватывает из-за спины свой кинжал, но старуха, несмотря на то, что знает, что они ищут Торфина, говорит ей об этом. Они сказали, что она никогда не видела никого подобного. Когда солдат спрашивает, кто этот мальчик, она просто отвечает, что это ее сын. Солдат уходит, и они вдвоем возвращаются в хижину. Мэг падает, и девочка возмущена тем, что ее мама защищает разведчика-викинга и лжет солдату, в то время как пожилая женщина утверждает, что мальчик всего лишь ребенок. Торфин, однако, просто подходит к костру и хватает факел, прежде чем сказать старухе, чтобы она убегала. Не говоря больше ни слова, он бежит к берегу моря и поджигает целую хижину, сигнализируя Аскаладу, что сейчас поблизости нет солдат. Многие жители деревни бегут к огню, чтобы посмотреть, что происходит, в то время как некоторые из охранников бегут, чтобы потушить его, но один из них им оказывается тот самый солдат, который ищет Торфина и узнает его, вытаскивая свой меч. Торфин убивает 3 солдат, в то время как зрители в ужасе наблюдают за происходящим, включая старуху, которая приютила его. Последний солдат пытается напасть, но Торфин тут же уклоняется и наносит ему 2 удара ножом в спину и грудь, убивая его сразу же. Он смотрит на старуху и кричит ей, чтобы она убегала, говоря ей, что она умрет, если останется здесь, в то время как остальные солдаты убивают его. Жители деревни начинают разбегаться кто куда. Пожилая женщина просто плачет, когда викинги наконец высаживают свои лодки на берег и начинают вторгаться в деревню, убивая всех до единого людей, которые попадаются им под руку, и сжигая все это место дотла. Снова наступила зима, и Аскелад хочет добыть как можно больше золота до того, как выпадет снег, и боевые действия станут более ожесточенными. Но кампания в Англии была прекращена из-за снега, поэтому он обращает свой взор на Францию. Потому что все знают, что Франция даже не может победить против малыша в штанах карго с водяным пистолетом. Они наблюдают за битвой между 2 противоборствующими группировками французских войск за контроль над королевством. У осаждающей армии, похоже, есть дерьмовый командир, который ничего не смыслит в тактике ведения войны, и даже несмотря на то, что у них больше численного превосходства. Они продолжают посылать свои войска к стенам, но их отбивают гораздо меньшими силами. Хаскелад наблюдает за битвой и, увидев, что они снова терпят поражение и бегут назад, ухмыляется и говорит своим войскам, что они собираются украсть все сокровища у этих идиотов. Все его последователи думают, что он хочет сражаться против людей, осаждающих замок, потому что они кажутся тупыми и находятся в плохом положении. Но Асклед говорит им, что они будут сражаться на их стороне и захватят замок вместе с ними. Они, кажется, немного растерялись, но решили довериться ему несмотря ни на что. Спроси у Леда Фарфина, который теперь превратился в подростка Эма, который владеет 2 кинжалами на поле боя и является одним из самых свирепых воинов в их армии. Он говорит Торфину, что ему нужно пойти к командующему Красной армией и сказать им, что он дерьмо в битвах, и он сам не знает, что делает. Если он хочет победить, ему нужно заключить с ними контракт и отдать им половину золота, которое будет захвачено после взятия замка. Он говорит ему передать это сообщение, а затем оставаться внутри лагеря, чтобы наблюдать за их глупостью и сообщать, если они планируют какие-то глупости. Двигается. Торфин, однако, пристально смотрит на Аскелада, прежде чем сказать ему, что он сражается на поле боя уже более 4 лет, и убил за него боролось бесчисленное множество мужчин. Но он так и не получил того, чего заслуживает. Аскалад издевается над ним и говорит, что позже даст ему кучу золотых монет, но Торфин приходит в ярость и говорит ему, что хочет сразиться с ним на дуэли, чтобы убить его и отомстить за смерть своего отца. Все остальные мужчины шокированы этим заявлением, а Аскалад смотрит на него и обещает, что если он принесет ему голову командира, то вызовет его на дуэль. Торфин не произносит больше ни слова и бежит в сторону лагеря Красной армии. Он добирается до лагеря к заходу солнца, где его останавливают охранники, которые отказываются впустить его и думают, что он может быть шпионом, посланным Синей армией, и пытаются захватить его в плен. Но Торфину уже надоело, и он хватает одного из солдат за руку, выкручивает ее и приставляет кинжал к его шее, приказывая ему отвести его к своему предводителю. Он наконец-то подходит к обеденному столу, за которым сидит чистокровный карлик, больше похожий
похожий на животное, чем на человека, и поглощает еду. Торфин говорит ему, что он здесь для того, чтобы передать послание, и говорит ему, что его лидер Аскелад протягивает ему руку дружбы и партнерства, что является единственным шансом Фати выиграть эту битву против Синей армии. Если он согласится, то на следующее утро форт подвергнется нападению, и к вечеру он падет. Но если он откажется, армия Аскеледа уничтожит его завтра и вместо этого возьмет плату с голубой армии. Фати пытается угрожать Торфину, говоря ему, что он может перерезать ему горло прямо сейчас, но он отвечает, что если он умрет, Аскелад автоматически предположит, что ответ был отрицательным, и завтра на него будет совершено нападение. Не имея другого выбора, Фати соглашается, и Форфин отправляется посылать ему сигналы с помощью связки огненных стрел. На следующее утро Красная армия занимает позиции и готовится снова осадить замок, но нет никаких признаков Аскелада и его армии, что заставляет Фати параноик. Торфин говорит ему просто атаковать и что викинги скоро присоединятся, поэтому Фати посылает своих людей атаковать замок. Ворота снова открываются, в то время как Синяя армия убивает их одного за другим с безопасного расстояния из своих арбалетов. Торфин спрашивает одного из солдат, кто такой генерал Синей армии, и тот указывает на солдата в богато украшенном шлеме. На этом все и закончилось для Торфина, который со всех ног бросился бежать к замку. Как раз в этот момент деревья позади Красной армии начинают шелестеть, и сотни викингов выходят из них, неся на плечах несколько длинных кораблей, и на полной скорости бегут к замку. Это повергает в шок каждого отдельного человека, когда они бегут так быстро, как только могут, и бросают баркасы в реку, прежде чем запрыгнуть на них и начать плыть вокруг замка, чтобы войти в деревню позади него. Солдаты на вершине быстро начинают стрелять в викингов из своих арбалетов, разбивая их щиты, но на другой стороне Торфин перепрыгнул реку и начинает превращать Человека-паука в дерьмо из этой стены, взбираясь вверх, прежде чем убить кучу людей, что привлекает все внимание к нему, так как враги просто сходят с ума от того, что ребенок может вот так войти в их замок. Это облегчает задачу Аскеледа, так как он быстро приземляется на твердую землю, когда Торфин начинает пробираться к генералу. Один из солдат пытается напасть на него, но он порезал себе пальцы кинжалом, прежде чем схватить свой меч и изобразить Зора. Все солдаты вынимают свои мечи, но они ничего не значат, когда он бульдозером прокладывает себе путь к генералу, убивая любого, кто осмелится войти. Он направился в его сторону, прежде чем увернуться от остальных солдат и направиться прямиком к генералу. Прежде чем генерал успевает выхватить свой меч, Торфин использует свой меч, чтобы обезглавить его одним быстрым ударом, в одно мгновение оборвав его жизнь. Однако голова в конечном итоге падает в воду, и он хочет показать ее Аскеладу, поэтому он сам прыгает в воду, чтобы достать его, сбив с толку всех врагов до чертиков. Аскелад с другой стороны приземляется на землю и начинает опустошать всех вражеских солдат своей собственной армией, и даже если они посылают подкрепление, они ничего не значат для его войск, которые уничтожают и грабят все, что попадается им под руку. К тому времени, когда командиру Красной армии удается прорваться через парадную дверь, они замечают, что все до единого враги были полностью уничтожены, и приходят в ужас, узнав, что викинги забрали все до единого кусочки золота, которые им удалось заполучить, и уплыли прочь. Торфин наконец-то ухватился за длинный корабль и вышел из воды, бросив голову генерала перед Аскеледом, приказывая ему сражаться. И теперь, когда он получил голову генерала и, как и обещал, Аскелад говорит ему, что он принимает его поединок, но они будут сражаться дальше. На твердой земле, а не на лодке. Они наконец-то добрались до деревни, которой принадлежат Аскелад и его компания, и она все еще кажется достаточно плодородной, чтобы они могли позволить овцам пастись на ней. Как только их баркасы причаливают к берегу, все жители деревни собираются вместе, чтобы поприветствовать героев, одержавших много побед и побед. Привезли трофеи со всего мира. Они выгружают все сокровища на землю, и Торфин просто проходит мимо каждого жителя деревни, даже сталкиваясь с одним из молодых парней, который сразу же просит его извиниться. Но одного взгляда Торфина было достаточно, чтобы напугать его до смерти, и он полностью отступил. Аскелет идет к старости деревни, чтобы обсудить вопрос о разделе денег и все остальное, прежде чем попросить его стать свидетелем его дуэли. В конце концов они выходят на площадку, где их окружает толпа, когда Аскелад и Торфин сталкиваются лицом к лицу друг с другом. Все жители деревни потрясены, увидев маленького мальчика, бросающего вызов непобедимому Аскеладу на дуэли, и твердо верит, что он умрет очень печальной смертью. Но Бьорн, кажется, очень внимательно наблюдает за происходящим, так как знает, что Торфин стал намного сильнее, чем был раньше. Начинается смычок, и Аскел сразу же начинает пытаться отвлечь его, спрашивая, сколько ему сейчас лет и стал ли он выше, но Торфин не отвечает. Затем Аскелет снова начинает говорить о том, как он был очень маленьким, когда следовал за ними, но Торфин понимает его жестокую тактику и не отвечает. Он тут же бросается в атаку прямо в шею, но Аскелет успевает увернуться как раз вовремя, чтобы спасти себя. Торфин начинает отталкивать его безжалостными атаками, в то время как Аскелет просто уклоняется и пытается блокировать его удары. Прежде чем понимает, что у него могут быть неприятности, если он не оттолкнется в ответ, поэтому он пытается нанести массированный удар и отталкивает его назад. Торфин, однако, делает еще одну мощную атаку и
блокирует его меч одним из своих кинжалов, одновременно целясь другим кинжалом в его пальцы. Но Аскелат обладает очень высокой интуицией и сразу же оставляет меч в воздухе, что обезоруживает его. Однако, прежде чем Торфин успел напасть, Аскелат попытался схватить его за руки, но Торфин тут же отступил, давая ему возможность поднять свой упавший меч. Аскелет внезапно заговорил с Торфином, утверждая, что он даже не помнит, кем был его отец и как его звали, говоря, что должно быть он был очень слабым и незначительным человеком. Иначе он наверняка запомнил бы его. Это ни в коей мере не приводит Торфина в ярость, так как он кричит и делает выпад для широкого мощного удара, чего именно и хотел от него Аскелет. И немедленно парирует его атаку и толкает его на землю, прежде чем вывихнуть плечо и выиграть бой. Он уходит, сказав Торфину, что ему все еще нужно много работать, если он когда-нибудь захочет получить хотя бы шанс победить его. В тот вечер все сидят в теплой палатке, едят много еды и пьют хорошую выпивку, так как они наконец вернулись домой и празднуют свою победу. Но Торфина нигде не видно, так как он находится на лодке своего отца, где чувствует себя комфортно и безопасно, несмотря на сильный холод. Он спит там сидя, и ему снится, как его отец разговаривает с ним, как вдруг он чувствует, что к нему приближается чья-то рука. И он тут же достает свой кинжал и приставляет его к горлу агрессора. Оказывается, это всего лишь девушка-рабыня, которая дрожа падает на землю и говорит ему, что Аскелат велел ей принести ему немного еды. Он начинает смиренно есть свою еду, в то время как девушка спрашивает его, почему он находится снаружи и является ли он тоже его рабом. Он смотрит на нее с отвращением и говорит ей, что она воин, в отличие от нее, и если бы он был на ее месте, то убил бы хозяина и убежала, убивая всех, кто пытался преследовать ее. Боже, у этого парня нет никаких шансов на успех. Зимы наконец-то закончились, и викинги продолжают свои поиски по захвату всей Англии. Они приближаются к Лондону, где сталкиваются с гигантской стеной в лице Торкеля Высокого. Когда-то он был членом викингов и сражался бок о бок с Тором, но по какой-то причине теперь он решил встать на сторону англичан и выступает в качестве их командира. Корабли викингов безжалостно атакуют, но Торкель – человек необычайной силы и чудовищной мощи, который просто бросает топор и расчленяет кучу людей, смеясь всю дорогу. Это понижает моральный дух армии, которая безумно боится этого чудовищного зверя. Учитывая потери, которые они несут, Флоки решает пойти и поговорить с Торкелем, который, по его мнению, работает с англичанами за деньги. Поэтому он подплывает к мосту, где в него сразу же начинают стрелять лучники, в то время как он кричит им, что он вот здесь, вместе с посланием. Наконец-то появляется Торкель и останавливает лучников, а затем приветствует Флоки как старого друга. Флоки говорит ему, что король Дании хочет, чтобы он перешел на сторону англичан и присоединился к своей армии, и он простит ему предательство викингов и позволит ему сохранить свою жизнь и здоровье. Его слава, но если он откажется, то будет убит без всякой пощады. Он сказал ему, что король Дании даже готов заплатить ему вдвое больше, чем готов заплатить король Англии. Торкель на мгновение задумывается, но затем отвечает, что Англия чрезвычайно слаба с точки зрения военной мощи по сравнению с викингами, и если оставить их на произвол судьбы, то они проиграют войну в течение нескольких дней. Флоки думает, что Торкель наконец-то приходит в себя, но внезапно он взваливает себе на плечи огромный валун и говорит Флоки, что если он присоединится к викингам, то война сразу же закончится, и это будет недостаточно весело. Он утверждает, что хочет служить в английской армии, потому что ему доставляет удовольствие сражаться с викингами, поскольку они являются более сильными противниками. Флоки немедленно кричит своим войскам, чтобы они отступили, когда Торкель бросает в них гигантский валун и приказывает своим войскам осыпать их стрелами, пока они быстро отступают. Уезжайте как можно быстрее. Викинги решают пойти в полную атаку с кучей длинных кораблей, но в то же время попадают под обстрел англичан. Однако, к счастью, им удается добраться до моста и сразу же начать пытаться отрезать базу. Они начинают бросать камни, но викинги очень упорные и игнорируют атаки, одновременно разрушая весь мост. Торкель, однако, не тот человек, которого можно игнорировать, так как он вытаскивает целое бревно с заостренным концом и бросает его вниз на корабль, полностью разрушая его. Он начинает бросать кучу этих бревен вниз, вызывая большой хаос, и к тому времени, как он заканчивает, все корабли уже уничтожены, а все солдаты убиты, а оставшиеся отступают. Англичане, кажется, радуются, думая, что они наконец-то победили, как вдруг замечают, что к ним приближается длинный корабль, на котором находится Асклет, его войска и Торфин Нупаруса, держащий щит. Асклет поставил перед Торфином задачу убить Торкеля и пообещал ему, что если он сумеет это сделать, то будет вознагражден поединком. Враги сразу же начинают бросать камни и стрелять в них стрелами, но Аскеладу удается подвести корабль достаточно близко, чтобы Торфин мог прыгать. Торкель сразу же замечает голод в глазах Торфина и кричит другим солдатам, чтобы они не трогали его и что он будет сражаться с ним в одиночку. Торфин прыгает на мост, когда Торкель пытается сделать хоумран своим гигантским бревном,
но Торфин уклоняется от удара, прежде чем Торкель попытается сделать это. Бейте его снова и снова, но из-за своего маленького роста Торфин каждый раз может увернуться от него. Торкель смотрит на него и широко улыбается, прежде чем бросить свое бревно в воду и сказать ему, что он будет драться с ним голыми руками 1 на 1. Это удивляет Торфина, но он продолжает атаковать, только чтобы увидеть мощный удар, идущий в его сторону с огромной скоростью, на которую он каким-то образом способен, чтобы увернуться. Понимая, что если он хотя бы раз получит такой удар, то скорее всего умрет от удара. Однако, прежде чем Торкель успевает отступить, Торфин успевает нанести ему порез на запястье. Но из-за его выпуклых мышц порез недостаточно глубок, чтобы повредить какие-либо жизненно важные вены. Торкель становится еще счастливее и бросается вперед с градом ударов, в то время как Торфин едва успевает увернуться от них, прежде чем перейти в контратаку. Но Торкель отступает и уклоняется в сторону. Торфин понимает, что все его слабые места находятся слишком высоко и что ему нужно обмануть его. Поэтому он бежит к нему, имитируя атаку снизу, заставляя Торкеля ударить его ногой. Но он уклоняется от удара и бьет его сзади по ноге, отчего тот теряет равновесие и сразу же пытается ударить его ножом в лицо. Но к его удивлению Торкель использует свою руку в качестве щита и принимает удар на себя, прежде чем швырнуть его на землю. Он начинает бить его снова и снова, в то время как Аскалад смотрит на него снизу и решает, что он скорее всего умрет, и отступает со своими людьми. Торкель останавливается, чтобы посмотреть, как они отступают, и говорит Торфину, что он, кажется, застрял здесь, в то время как сам неподвижно лежит в его объятиях. Однако, прежде чем он успевает среагировать, Торфин использует свой другой клинок, чтобы отрубить ему последние 2 пальца, и освобождается, отступая к стене, сильно раненый. Торкель безумно впечатлен этим маленьким мальчиком и спрашивает его, кем был его отец. Торфин отвечает, что он сын Тора, и это сразу же вызывает у него воспоминания о бесчисленных битвах, в которых он сражался бок о бок со своим отцом. Но прежде чем он успел что-либо сказать, Торфин ныряет в воду и уплывает прочь, а Торкель кричит ему, чтобы он когда-нибудь вернулся снова, чтобы они могли сразиться еще раз. Торфин проплывает довольно большое расстояние, прежде чем вынырнуть из мутной воды с вывихнутой лодыжкой, вывихнутым плечом и несколькими сломанными ребра. Он присоединяется к армии Аскледа, размышляя о своем сокрушительном поражении, когда они решают отступить с позиции и атаковать в другом месте. Асклед и его армия отдыхают в деревнях, решая свой следующий план игры, а утром, когда он разговаривал с Торфином, они замечают всадника, проезжая мимо их лагеря. Он призывает остановить его, и оказывается, что он принадлежит к армии принца Кнута, который является вторым в очереди на датский трон. По-видимому, его оставили там с 4 людьми, чтобы захватить Лондонский мост, но однажды от скуки Торкель решил вывести свои войска и напасть на их лагерь средь бела дня. Он использовал свое деревянное бревно, чтобы расплющить любого, кто встанет перед ним, и даже несмотря на то, что у него было всего 400 человек. Он смог убить почти все войска, прежде чем захватить принца Канута. Он говорит Аскаледу, что собирается обратиться за помощью к основной армии, чтобы они могли собрать людей для защиты принца, и также просит его о помощи. Аскалед достает свой меч и, не раздумывая ни секунды, обезглавливает посланника, шокируя всех до единого людей вокруг него. Джордан спрашивает его, что он задумал. Он говорит ему, что они собираются освободить принца самостоятельно без чьей-либо помощи, так как независимо от того, кто хочет заполучить принца, вернувшись, они будут готовы заплатить огромную цену, будь то король Англии или король Дании. С этими словами он собирает свои войска, чтобы сразиться с могучим Торкелем Высоким. Торкель захватил принца в плен и теперь везет его через лес, чтобы найти главную армию датского короля, так как по какой-то причине хочет привлечь его внимание к себе. Однако, когда он шел по лесу, ему вдруг показалось, что кто-то его моет, и он остановил весь караван. Он отдал одно из копий и огляделся вокруг, прежде чем бросить его в сторону холма, сразу же убив одного из людей, принадлежавших принцу Кануту. Солдаты показываются с вершины холма и объявляют, что они люди принца и находятся здесь, чтобы освободить принца, прежде чем объявить, что они 2000 сильных людей. Торкель называет это чушью собачьей, так как, по его словам, никто не стал бы раскрывать их истинную численность, если бы они не лгали. Однако он сразу же позволил принцу и его сообщникам покинуть его опеку и перейти на сторону своих солдат, чем поверг всех в шок. Затем он подошел и сказал их командиру, что теперь, когда у него нет каноэ принца, командир не может оправдываться по поводу того, что он не смог этого сделать. Победил, потому что боялся, что принцу причинят вред. Рагнар, учитель и опекун принца, приказывает своим людям немедленно отступить, так как безопасность принца – это самое важное, но из-за постоянных насмешек Торкеля. Мужчины приходят в ярость и обнажают мечи для битвы. Разгорается масштабная битва, в которой силы обеих сторон яростно сражаются, но Торкель решает стать пчелиным клинком и начинает рубить людей на куски своими огромными боевыми топорами, как будто они были кусками мяса в блендере. Его агрессивная демонстрация силы пугает всех, когда он убивает кучу людей и одновременно рубит деревья одним взмахом топора. Рагнар кричит им, чтобы они отступили и защитили короля,
так как он не хочет повторения битвы на Лондонском мосту, но Торкель не один из них. Он отступает и продолжает убивать их всех, выглядя разочарованным, потому что против него, похоже, всего 400 человек, а это совсем не весело. На другом конце провода Аскелад уже готов со своим отрядом, и он разбрызгивает бензин по всему лесу, прежде чем поджечь его. Торкель сразу же чувствует запах древесного угля и оглядывается вокруг, чтобы увидеть, как разгорается огромный лесной пожар. Огонь достигает места сражения и начинает сжигать людей заживо, в то время как из-за густого дыма трудно разглядеть, что происходит вокруг. Его солдаты советуют ему отступить, так как это стихийное бедствие совсем не то, чего они ожидали. Но Торкель обладает исключительной интуицией и понимает, что это не стихийное бедствие, а кто-то намеренно поджег весь лес. Аскелад и его спутники смотрят сверху вниз на горящих людей на земле, прежде чем он дает Торфину отмашку, когда его обливают водой поверх плаща. И дают ему это самый быстрый способ вернуть принца в Аскелад. Он бесстрашно бросается в огонь на своем коне, в то время как войскам Торкеля удается обнаружить местонахождение принца и полностью окружить его, убивая людей, защищавших его. Однако, прежде чем они успевают схватить его, Торфин прыгает между ними, отбрасывая свой плащ и приказывая принцу: «Оставайся там, где он есть, потому что он здесь, чтобы спасти его». Мужчины не очень высокого мнения о нем и решают напасть на него, но Торфин немедленно уклоняется и вонзает нож в парня. Удар в шею убил его на месте. Все враги напрягаются, наблюдая за этим проявлением ловкости и мастерства, как вдруг Торкель появляется из дыма, размножая Торфина как старого другу, говоря ему, что он скучал по нему. Он показывает всем пальцы, которые отрубил Торфин, и говорит, чтобы они не относились к нему легкомысленно, иначе они умрут быстрее, чем успеют моргнуть. Он смотрит на Торфина и спрашивает его, действительно ли он сын Тора, и спрашивает его, откуда он знает своего отца. Торкель отвечает, что он сражался бок о бок с Тором в течение многих лет и утверждает, что Тор – единственный человек во всем мире, который даже сильнее его. Сказав это, Торка отступает в дыму, говоря Торфину, что на данный момент он отдает ему принца, но он нужно бежать как можно быстрее, потому что Торка будет постоянно преследовать его. Торфин приводит Кнута и остальных своих людей обратно к Аскеледу, который склоняется перед принцем, в то время как Рагнар упрекает его, говоря, что поджигать лес, когда принц тоже был внутри, было глупым и безрассудным шагом, но говорит ему, что он может доверить только заботу принца. Теперь он в безопасности. Аскелад прокладывает себе путь по земле, пытаясь спастись от Торкела, который идет по его горячим следам, пытаясь вернуть принца Канута. И Аскелад знает, что его силы намного меньше, чем силы Торкела, и что они не смогут ему противостоять. Он продолжает идти и подходит к берегу реки, где видит мужчину, который ловит рыбу на лодке. Он спрашивает его, может ли он передать послание командующему маленьким королевством Уэльс, расположенным по ту сторону реки, и тот соглашается. Он вручает ему письмо и просит поторопиться, прежде чем вернуться к своим войскам и снова отправиться в поход. Они останавливаются на холме Мира, и один из людей Аскелада, обладающий чрезвычайно хорошим слухом, прислушивается к происходящему, в то время как толстый ублюдок Рагнар кричит о том, что они должны продолжать маршировать. И не стоит останавливаться на достигнутом. На место происшествия прибывает Аскелад, и странный китаец с хорошим слухом сообщает ему, что Торкель значительно продвинулся вперед и находится всего в одном дне пути от них. Это приводит солдат в состояние паники, так как внезапно китаец приказывает всем замолчать. А сам еще немного прислушивается, прежде чем указать на холм и заявить, что там находятся два шпиона. Однако, прежде чем они успели что-либо предпринять, шпионы обратились в бегство и немедленно убежали. А Скелет говорит своим войскам, что им нужно немедленно выступить в поход, и они начинают движение. Солдаты начинают чувствовать усталость от ходьбы по суше, так как они гораздо больше привыкли плавать по морю, но они заставляют себя идти пешком, иначе Торкел убьет их. Наступает ночь, и все спят от усталости, кроме Аскледа, который решает, что делать дальше. Джордан подходит к нему и говорит, что ему тоже нужно немного отдохнуть, так как он уже несколько дней не спит, но Асклед говорит ему, что у них недостаточно времени. Времени, и что им нужно двигаться, если они хотят жить. Он снова встает и приказывает своим войскам снова идти пешком, когда они просыпаются с ворчанием и снова начинают свой марш под дождем и грязью, так уставая, что засыпают всякий раз, когда у них появляется свободное время, а через некоторое время некоторые даже начинают засыпать во время ходьбы. Рагнар начинает нервничать и спрашивает у Оледа, в чем заключается его план, но тот велит ему заткнуться, когда они выходят на поляну с каменным строением посередине, где стоят два человека в плащах. Аскалад подходит к ним и садится на одно колено, благодаря их за то, что они пришли им на помощь до того, как гигантский военный корабль появился из густого тумана. Они переправляются через реку в королевство Уэльс, которое всегда боится вторжения английских войск. Поэтому они решают заключить союз с датчанами. Теперь солдаты чувствуют себя гораздо более отдохнувшими, потому что они не боятся быть убитыми во сне Торкелем или его людьми. Рагнар хвалит Аскелада за его изобретательность, прежде чем посоветовать ему попросить у командира военные корабли, чтобы они могли плыть вверх по реке и добраться до основной армии. Однако Аскелад отказывается, говоря, что Уэльс – маленькое королевство и не может предоставить им 3 военных корабля. Он говорит ему, что они собираются пройти маршем через королевство, чтобы присоединиться к основной армии. Но Рагнар говорит ему, что принцу слишком опасно идти пешком через Англию. А Скелет звонит Торфину и назначает его личным телохранителем Кнута, говоря Врангару,
что он является одним из лучших бойцов во всем своем отряде и будет защищать Кнута. Торфин сердито смотрит на Аскелада, прежде чем сказать ему, что он согласится сделать это, если тот пообещает ему еще один поединок, когда все закончится. Тогда он соглашается. Торфин смотрит на принца, который больше похож на принцессу, и сразу же прячется за Рагнара, испугавшись Торфинна. Командующий Уэльсом подходит к Торфинну, думая, что он и есть следующий принц, но Аскелет перенаправляет его к Кнуту, которого командир считал женой Торфинна. Здесь говорится, что Кнут выглядит слабаком, и это приводит Рагмаара в ярость, но прежде чем он успевает что-либо сказать, командир спрашивает Кнута, обещает ли он держаться подальше от Уэльса и никогда не вторгаться в него, как только получит английский трон. Кнут прячется за спиной Рагнара и что-то шепчет ему на ухо, прежде чем Рагнар начинает объяснять командиру, чего хочет принц, но командир велит ему заткнуться, так как он разговаривал с принцем. Затем он говорит им, что они поговорят позже, прежде чем уехать. Они снова начинают маршировать, в то время как командир говорит Аскелету, что он уже беседовал с жителями соседнего королевства, и они готовы им помочь. Наконец, они достигают точки, где видят двух парней в плащах, стоящих на дороге, как вдруг Джордан прибывает рядом со Аскелетом и говорит им. Он сказал ему, что китаец со странными ушами слышал, как они сговариваются против них, и думает, что это ловушка. Аскелет немедленно останавливает командира, чтобы тот не приближался к ним, и внезапно с вершины холма появляется группа лучников, осыпая их дождем стрел. Хор Аскеледа получает множество стрел, но, к счастью, ему удается спрыгнуть, не получив ни одного попадания. Аскелет кричит своим войскам, чтобы они не мстили, когда он смотрит на парня, стоящего перед ним, и кричит на него, спрашивая, чего он хочет. Парень представляется Асером и говорит ему, что он не может позволить викингам войти в их королевство ни по какой причине, и что он немедленно убьет их, если они продвинутся еще дальше. Солдаты Аскеледа, похоже, находятся на взводе, но Джордан говорит им, что все это просто шоу. Как будто если бы они действительно хотели убить их, то убили бы сразу же с первой попытки, а не целились в лошадей. По его словам, они делают это только для того, чтобы показать свою силу и попытаться добиться более выгодного результата от этих переговоров. Асер кричит им, что собирается захватить их всех в плен, а затем использовать принцессу Канут в качестве заложницы и щита, чтобы вступить в переговоры с король Дании. Услышав это, Аскелет приводит принцессу на передовую, которая выглядит как рыба, вытащенная из воды, и стоит там со странным видом, не зная, что делать. Аскелет велит ему пригрозить Асеру и сказать им, что он съест их задницу. Но принцесса в конце концов прячется за спиной Реднера, и несмотря на все попытки Аскеледа, он не сдвинется с места. Наконец, Аскелет смотрит на генерала Уэльса и говорит ему, что собирается раскрыть свой план Асеру и быстро покончить с этим, а также приказывает своим войскам встать вниз, в то время как он в сопровождении генерала Уэльса направляется к Асеру для переговоров. Асер приказывает своим войскам отступить, так как он не боится датчан, но как только поблизости никого не оказывается, он извиняется за эту демонстрацию и говорит Аскале, что не может допустить, чтобы их считали слабыми, так как это влияет на моральный дух солдат. Аскала говорит ему, что он просто хочет передвигаться по своим землям и ничего больше, но Асер отвечает, что ему также нужно поддерживать свою репутацию, и он не может позволить датчанам просто беспрепятственно проходить по его королевству. Он говорит Асру, что он сын Лидии, женщины валлийского происхождения, которая происходила из рода короля Артура, знаменитого героя Британии. Он рассказал ему, что более 60 лет назад лорд Гиш вторгся в Уэльс и в конечном итоге разграбил его. Он взял свою мать в качестве одной из своих наложниц, Аскелат родился и вырос как его незаконнорожденный сын. Асер потрясен и не знает, что сказать, так как раньше они верили, что родословная великого героя короля Артура умерла вместе с Лидией. Однако он попросил у него какого-то подтверждения, и генерал Уэльса ручается за него, утверждая, что полвека назад, когда он был еще мальчиком, он привез очень слабую и умирающую Лидию обратно в Уэльс, чтобы ее похоронили рядом с ее предками. Аскалет смотрит на них и говорит, что он одинаково ненавидит датчан и планирует привести Кнута к власти, одновременно завоевывая его уважение, чтобы контролировать его изнутри. Асер начинает смеяться над этим невероятным планом, который придумал Аскелет, и говорит ему, что он должен сдать ему все оружие, так как он сделает так, чтобы все выглядело так, будто они являются пленниками, так что они будут в безопасности, а Асер не потеряет уважения. Аскалат соглашается и возвращается к своим войскам, приказывая им сдать оружие, и они делают это без всяких вопросов. Затем он подходит к Рагнару и говорит ему сдать свое оружие, но тот отказывается, говоря ему, что ему нужно защитить Кнута, и он не отдаст его оружие. Аскалет смотрит на Торфина и говорит ему отдать кинжал, но тот смотрит на него и говорит, чтобы он отвалил, пока он его не ударил. В конце концов, Аскалет оставляет их в покое, так как знает, что лучше не спорить с упрямыми идиотами. Азер сопровождает все датские войска под видом пленников, в то время как валлийцы смотрят на них из кустов, так как они слышали рассказы о том, что датчане – злобные монстры, которые едят людей с небольшим количеством майонеза. На завтрак, после того, как мы пересекли территорию, Аскелет снова начинает идти впереди, а Торфин садится сзади вместе с принцессой. Он замечает, что принцесса часто смотрит на него, поэтому он говорит ему говорить громче, если он хочет что-то сказать, в противном случае перестань смотреть на него. И тогда принцесса
принцесса начинает смотреть на него. Принцесса отвечает, что он не трус и отказывается много говорить только потому, что он член королевской семьи, и его слова имеют последствия. Рагнар и Аскелад были потрясены, увидев, что Канут разговаривает с кем-то другим, а не с Рагнаром. Торфин смотрит на него и снова называет трусом, что приводит Канута в ярость, когда он встает и начинает говорить Торфину, что он понятия не имеет, как его слова могут вызвать тотальную войну, и что вот почему он не может прийти к какому-либо соглашению, не обдумав его хорошенько. В очередной раз наступила зима, когда они пересекают пересеченную местность английского королевства. Окруженные врагами, им некуда идти, и им некуда обратиться за помощью, когда они идут по глубоким снегам, лишь иногда отдыхая в течение дня. Один из парней начинает пересказывать священнику историю Тора, рассказывая ему, как он был воином, который голыми руками сражался с врагами. Победил 30 их людей, не убив ни одного из них, но все равно в конечном итоге умер из-за своей бессмертной любви к своему ребенку. Это действительно интересует священника, который считает, что такой человек должен быть христианином, так как он считает, что все датчане – жестокие монстры, посланные на эту планету, чтобы уничтожить человечество. Но солдаты говорят ему, что он был норвежцем, который поклонялся норвежскому богу, но считал, что убивать – это плохо. Он утверждал, что истинному воину никогда не нужен меч. Священник слушает все это и выпивает кучу выпивки, прежде чем снова уснуть. В ту ночь мужчины снова начинают маршировать, а Рагнар жалуется Аскаледу, говоря ему, что им не следовало переждать зиму, так как у них больше нет еды и нет укрытия, чтобы защитить их от холода. Шторм. Аскалед, однако, говорит ему, что они будут продолжать двигаться вперед, несмотря ни на что, иначе это просто приведет к смерти. Китаец со странными ушами говорит им, что он слышит какой-то шум поблизости. Все насторожились, но он сказал им, что слышит женщин и детей так же хорошо, как и мужчин. Они сразу же поняли, что поблизости должна быть деревня. Они вглядываются сквозь пелену бури и, наконец, замечают свет, пробивающийся сквозь дома вдалеке в маленькой деревушке. Все они направляются к деревне, а священник быстро бежит и начинает кричать жителям деревни, чтобы они убегали, так как датчане приближаются, чтобы убить их. Но не успел он уйти далеко, как его схватили эти люди и жестоко избили. Бьорн входит в дом, где живут дети, женщина и мужчина. Он подходит к ним и берет одну из чаш, прежде чем попробовать ее на вкус. Ему не понравился вкус каши, которую он ел, поэтому он выплевывает ее и бросает еду на пол, что приводит в ярость женщину, которая встает и говорит ему, чтобы он не тратил еду впустую. Джордан, тем не менее, очень упрямый парень и сразу же отталкивает женщину кулаком, как только дети начинают плакать. Ее муж быстро пытается поднять ее на руки, но Джордан приставляет меч к его лицу и говорит ему немедленно убрать всю свою еду, если он хочет жить. Парень так и делает. Войска Аскаледа собирают всех жителей деревни в кучу и забирают всю их еду, в то время как мужчина умоляет их оставить им хотя бы половину еды, так как они могут прожить с таким количеством еды всю зиму, но Аскалед говорит им, что им не нужно беспокоиться о том, чтобы пережить любую зиму сейчас. Он подходит к священнику, который привязан к дереву, и говорит ему, что если он еще раз попытается выкинуть что-то подобное, то будет убит на месте. Рагнар говорит Аскейлу, что ему не следует убивать жителей деревни, но тот отвечает, что у них недостаточно еды, чтобы прокормиться, и если они отпустят их, враги немедленно узнают об их позициях, так что единственный выход – убить их. Он зовет своих людей и приказывает им убивать жителей деревни, что они и делают без малейшего колебания, после чего снова начинают